Здравствуйте, друзья! Пришло время очередного обновления урока по установке Supervised Home Assistant на Raspi-OS 64, штатную операционную систему для одноплатников Raspberry Pi 4B, которая основана на Linux Debian. Со времени моего прошлого урока прошло около 9 месяцев, и за это время появились некоторые изменения, касающиеся как установки, так и совместимых приложений. В частности, система управления контейнерами Portainer, которую я всегда рекомендовал устанавливать, на сегодняшний день добавлена в, так сказать, черный список Home Assistant и приводит к получению системой статуса Unhealthy, что приводит к невозможности установки дополнений и обновлений, поэтому ее мы ставить не будем. Кроме этого, немного обновился список необходимых пакетов и настроек для нормальной работы Home Assistant. В результате установки по алгоритму из этого урока мы получим полностью работоспособную систему без ошибок про нездоровую или неподдерживаемую установку. И перед тем как начать, приглашаю вас подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше, и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. Для записи операционной системы нам понадобится официальная программа для записи образов. Ссылку на нее вы найдете в текстовом файле урока, ссылка в описании. Ставить я буду на SSD-диск, подключенный через USB. Для этого я использую корпус Argon One M2, ссылку на обзор вы найдете в описании. Но с точки зрения установки не имеет разницы диск или microSD карта. Диск просто быстрее и надежнее. Raspberry Pi 4B давно поддерживает загрузку по USB, но если вдруг у вас оказалась модель с старой прошивкой, то в этой же программе в разделе «Утилит» есть меню для записи загрузчиков. Нужно выбрать USB boot, записать его на карту памяти, затем ставить ее в мини-ПК, включить питание и немного подождать, пока загрузчик обновится и начнет мигать зеленый светодиод. Для подключения к компьютеру SSD-диска я использую кабель с одинаковыми разъемами USB-A. Ссылку на такой я оставлю в описании. Но для разовой записи можно соорудить временный кабель из комплектного P-образного переходника и USB-удлинителя. Я устанавливаю родную для одноплатного компьютера операционную систему Raspberry Pi OS Lite, то есть без рабочего стола, 64-разрядную версию. Тут указываем носитель, куда писать. Дополнительные настройки. Включаем SSH обязательно. А тут сразу можно задать свой логин и пароль для входа. Запускаем запись. Ждем ее завершения и верификации. После этого отключаем от компьютера, устанавливаем переходник между мини-ПК и диском, подключаем сетевой и кабель питания. Ждем несколько минут, и потом в карте сети роутера нужно найти, какой адрес был выдан серверу, в моем случае 192.168.0.220. Подключаемся по SSH, я использую программу PATTY. Логин и пароль, как установили при записи образа на диск. Переходим в режим суперпользователя. Обновляем сначала список пакетов. Затем и сами пакеты. Обновление прошивки самого мини-ПК. Это не обязательный шаг, можно пропустить. Но если устройство давно не обновлялось, то можно запустить. Теперь устанавливаем все необходимые для работы Home Assistant пакеты. Тут я уже учел все изменения, которые были на дату съемки видео. Теперь необходимо запустить и включить Network Manager. Запускаем утилиту настройки. Подтверждаем. Нам нужен пятый пункт — локализация. Сначала выбираем локаль. Из списка выбираем подходящий пакет, например, RUTF-8. Теперь временная зона для корректного часового пояса. Далее нам нужно отредактировать файл boot.cmdline.txt. В его конец добавляем опции из файла описания урока.
Ctrl-X, затем ES для выхода с сохранения. Для корпусов Argon One M2 нужно поставить скрипт управления вентилятором. Сначала он загружается и устанавливается. Настройки можно оставить по умолчанию, но я ставлю свои. Опция номер 3. Здесь устанавливаем температурные пределы и скорость вращения вентилятора при их достижении. Выходим из режима суперпользователя. Перегружаемся. Переходим к установке. Сначала нужно поставить докер. Настройка пользователя. Следующий шаг – установка OS-агент. Это необходимо для связи супервайзера с операционной системой. Проверяем по ссылке в файле актуальную версию на дату видео 1.4.1. Меняем в команде ссылку, если на момент установки будет более новая. Качаем файл, версия, как я сказал, 1.4.1. Устанавливаем его. Теперь загружаем пакет самого Home Assistant. Устанавливаем. Выбираем свою платформу. Будет вот такое предупреждение. Это нормально, оно связано с архитектурой платформы, на работу влиять не будет. Home Assistant будет доступна по этому адресу. Ждем минут 5 и проверяем, запустилась ли стартовая страница. Она выглядит так, нужно еще подождать завершения подготовки. Создаем аккаунт администратора системы. Местоположение можно настроить позже. Для сбора статистики в этом окне нужно отметить все опции. Готово. Загрузилась стартовая страница системы. Перейдем на страницу Hasio System. Ее, кстати, почему-то убрали из меню некоторое время назад. Здесь видно, что никаких ошибок и даже предупреждений нет. Система совершенно здорова. Попробуем установить какой-то аддон. Например, файл Editor. Отключаем блокировку в папке Config и включаем доступ к папке Storage. Запускаем. Все в порядке, дополнение установлено и работает. Боковую панель я отключаю, так удобнее. В Configuration YAML можно добавить кнопку для вызова страницы с информацией о системе. Перегружаем ядро. Вот новая кнопка для перехода на страницу системы. Тут все в полном порядке, никаких предупреждений и ошибок. Перейдем в раздел настройки сети. Проводная сеть, адрес назначается роутером автоматически. Можно его зафиксировать, указав вручную. Например, 220 я поменяю на 70. Нажимаем «Сохранить». Теперь можно перейти на него. Без перезагрузок на лету адрес изменился и сервер перешел на него. Если нужен Wi-Fi, то его тоже можно здесь настроить. Ищем точки доступа.
Выбираем нужную на 5 ГГц по возможности. Вводим пароль и ждем подключения. Готово, есть подключение. Тут выбираем тип подключения: автоматический или ручной. Например, поставлю вручную 71 адрес, сохраняю. Попробуем перейти на него. Все ок, работает. Сеть настроена. Сюда уже подтянулись автоматически обнаруженные устройства. Стоит сказать еще про одну полезную опцию, она находится в меню пользователя. Называется расширенный режим, который дает больше возможностей в системе. Например, если перейти в магазин дополнений, то сразу увидите, что количество доступных к установке аддонов значительно увеличился. На этом все. Надеюсь, что урок был вам полезен и интересен. Ссылку на текстовый файл с командами вы найдете в описании. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Буду благодарен за ваши лайки. Кроме YouTube, я веду еще телеграм-канал по теме умного дома. Кроме него, еще есть несколько групп для общения. Буду рад, если вы присоединитесь к ним. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем мира.